Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Let's Game. Сегодня у нас на обзоре средний итальянский танк 8-го левела Пантера П-44, проходная прокачиваемая ветка. Очень нравится мне эта машина, потому что она интересная, интересный геймплей, который можно реализовать для, так сказать, хорошего настрела. Вот. И предлагаю сначала сходить посмотреть бронирование П-44 Пантеры. И да, кстати, забыл. Обязательно поставьте под этим видео лайк, подпишитесь на канал, если вы до сих пор это не сделали. Ну, отправляемся смотреть броню. Итак, коллижн модель нашей Пантеры П-44. Ну и давайте глядеть. НЛД 77. Ага, дырявый. ВЛД 112, 119. Ага, дырявый. Дальше башня у нас имеет вот такие интересные скосы. Ну и давайте сразу их посмотрим. Ага, рикошет. Рикошет. Все, запомнили. Лучше всего о Пантере не стрелять. Нижняя часть тоже вот, как бы их удобнее показать-то. Вот здесь вот такие скосы тоже под углом, да, у нас. Ага, 145 рикошет пробить можно, то есть... Так, интересно, вот сейчас можно, я как-то неправильно его поставил. Ага, только в углах рикошет, ага, в углах, ближе сюда пробить. Хорошо, запомнили. Маска орудия. Справа 163, 165, 166. Ну, картон полный. Как для 8-го левела, все равно, ну что это за броня? Здесь 132, лючок 94. Боковое бронирование 50. Только не перекручивая, в исключительных случаях Пантера что-то за счет рикошета может вытанковать. Подставляя, правда, вот это щеков 121. Еще раз. В исключительных случаях можно танковать, не перекручивая, в исключительных. И броня у нас, по сути, присутствует только в щеках башни. Все остальное полный картон. Соответственно, леопардоподобная техника без брони, куда-либо рваться вперед на ней не стоит. Надо поддерживать группу СТ-шек, либо ТТ-шек позади. То есть такой некий танк с барабаном под... Так, с броней разобрались, броня отсутствует. Давайте смотреть основные модули. У нас здесь две пушечки 7-го левела и пушечка 8-го левела. Все, других нет. Значит, по поводу и та барабанная на 3 снаряда. Значит, альфа у них одинаковая, разница по пушкам. А вот по бронепробитии 165 на основном, 195 на голде, в отличие от 212-259 на голде, соответственно, от топовой пушки, говорит нам о том, что на этом орудии очень тяжело будет играть на Пантере, там с 8-ми. Особенно с 9-й, уж говорить там про 10-е просто тихий ужас, да, соответственно, рекомендую на Пантеру заходить со свободным опытом и сразу садиться вот на это топовое орудие. Иначе вы банально себе испортите все впечатление об этом танке. Время КД между выстрелами 2,5 секунды на топе. 0,33 точность, представляете себе какая точность, идеально. Очень комфортное время сведения на стоке, это все у нас 2,1 секунды. Обязательно качайте топовую рацию, башня у нас отличается по сути по всем характеристикам, по броне, скорость поворота градус секунды, да, и обзор. Сколько обзор прибавляет? 10 метров. Рация от стока 415 против 710, почти в 2 раза. Обязательно качайте. По топовому двигателю 700 лошадей. Здесь у нас 1000. И это нам говорит о том, что процентов точных 30, там 30% подвижности вам топовый двигатель даст. Обязательно качать. Ну и топовую ходовую, разумеется, тоже. Касаемо полевой модернизации. Еще не качал. Но здесь будем качать по следующей схеме. Легкосплавные узлы крепления во втором блоке. Точность улучшаем. В 4-м блоке плавающий прицел ставим. В 5-м блоке антибликовую маскировку ФА. Вот. Вторым слотом берем на разведку. Почему на разведку? Зачем нам живучесть на танке без брони? Вот, соответственно, вторым комплектом, когда вкачаете полевую модернизацию, в исключительных случаях, например, вместо вентиля можно будет ставить, поменять местами там все это оборудование, поставить, например, просветленку.
да, светить на этом танке тоже, кстати, можно. Сейчас у нас оборудование все на пушку я поставил. Это вентиль в основной слот, стаб и улучшенный прицел. Касаемо снарядов, основной у нас ББХ летит комфортный 1050 метров в секунду, голда летит 1100 метров, и это подкалиберный снарядик. Вот. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, я, как всегда, пихнул доп. Паёк, 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. Минимально комфортные УВН на пушке у нас присутствуют, да. Вот. Точность у нас, вот, кстати, при такой сборке, таком экипажа выросла до 0,27. Время сведения 1,83. Со сведением все хорошо. По ХП у нас, ну, в принципе, как для СТ 8 уровня, все хорошо. По мобильности все на отлично. 60 вперед, 20 назад, 22 лошадь на тонну намекает нам о том, что максималку свою этот средний танк набирает достаточно быстро. По незаметности 21%, но у меня перк незаметности не вкачан вовсе практически. Только у одного члена экипажа, у одного качается, у двух отсутствует. Обязательно прокачаю. И вам рекомендую это делать, как показано в таблице. Да. По обзору у нас 443 метра, что в принципе себе годно, как для СТ-шки 8 левела. Еще раз по плюсам и минусам танка. У нас хороший обзор, хорошая незаметность. По мобильности вообще все отлично. По ХП, ну, среднее количество ХП. И переходим сразу к минусу, да, у нас отсутствует по сути броня, и это минус. По огневой мощи сплошные плюсы, есть и УВН, есть и барабан, есть отличная точность, быстрое сведение, да, и барабан в принципе это всегда хорошо. То есть по сути ярко выраженный минус у нас только отсутствие брони, и это говорит о том, что на этом танке, конечно же, нельзя лететь вперед всей планеты, впереди ваших союзников, а отыгрывать надо и за спин союзников, вот, дамажа по их засвету, либо отстреливая где-то в хороших позициях врагов, прям один за одним убивать, что называется. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, как П-44 играется и ведет себя на карте. Погнали. Так, господа, обзор боем. Итальянский средний танк 8 левела, Пантера П-44. Обзор боем. Попали к десяткам, девяткам сетап. Сложный для нас, грубо говоря, бой. Так, а что у меня карта такая большая? Во. Тык-тык-тык. Поедем налево. Начнем отыгрывать. А дальше поглядим, что да как. Голду подрядили, что тут стесняться. Я надеюсь, меня кто-нибудь поддержит. Да, особо нет никого. Хреново. Все ушли направо. Прям вообще все хреново. Так. Это мы не пробьем. Лорк сюда поехала. Минотавра ползет.
этого разве пробьешь? Наш клиент. Хорошо, барабан зашел. $54 дали. Скоро придется, наверное, бежать отсюда. Что-то мои не подтягиваются. Хотя не, вроде ползут. Вроде ползут. Так, косарь выписали врагам. Уже неплохо. Танк у нас засадный. С хорошей точностью. С барабанчиком. Вперед не летим, пропускаем союзников. А дальше будем им ассистить, помогать. Да. Сейчас Кобра, Т-10 подъедут. О. Тихо. Можно подтягиваться. Полтораху влили. О, добро. Знатно. Хорошая подвижность у нас. Бегает. Никак нам его тут нет. Так. Шотик дали. ЛТшку нашу убили. 49 не дали. Мимо, блин. Да блин! Вот это плохо все это. Забрали. Где он там? В расщелине, да? Вообще хп уже нет. Тут Скорпион где-то. Тут где-то Скорпион тусует. Не могу инициировать, хп нет. Скорп меня забирает. $54 подсветит, а Скорпион отжахает. Блайндов-то боюсь. Ух ты. Скорп, возможно, даже рядом. Блин, 2К дали. Надо бы еще.
Ту-туру. Ждем. 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 Только ждать. Блин, ну как со Скорпионом-то быть, а? Он засветился. Все, к грилю несемся. Ну, неудивительно. Ладно. Рано выехал, мог бы сейчас из куста его подамажить. Так, что у нас получилось? 2200 плюс засвет. Ну, сойдет для боя с десятками. Пантера. Итог. Точное орудие. Да. Быстрое сведение, хорошая подвижность. Очень комфортная тачка. Прям нереально комфортная. Победа. Ребят, сколько смог, столько получилось. Ну, все наше. Пантера П-44, еще раз. Прям реально, можно сказать, снайперский. С быстрым сведением. Комфортный по орудию. С барабаном. Хорошей подвижностью. Вообще очень комфортная тачка. И да, на Пантере можно нагибать. Даже 10-х и 9-х левелов. Очень кучно летят снарядики. Так, что у нас? Даже заняли, кстати, в бою с девятками и с десятками. Заняли 4-е место по урону. Вот вам и барабан 8-го левела. Ребят, у кого есть в ангаре, пишите свои комментарии, какое вы используете оборудование на этой машине. Как в целом вам эта тачка. Как по мне, по 5-бальной системе 4 с плюсом. Ну, реально комфортный аппарат. Да, брони нет. Ну, извините, зато есть комфортное орудие с барабаном. Подписывайтесь на канал, прожимайте лукасу. Ну, я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.